они ушли из САС, кто-то не по своей воле, да, а кто-то хлопнув дверью. Есть места, которые гораздо более перспективны, чем школа перспективных исследований. Мы поступали в одно место, а выходим из другого. В большей степени просто школа на английском языке. Я, опять же, не вижу большой проблемы в том, если бы я закончил соцгум, например. Тебе придется заниматься помимо САС еще большим количеством профессионального самообразования. Настолько хорошие отношения, что мы играем с ними в футбол и ходим по барам. Да, на самом деле студенты здесь ничего не решают. Нам все 4 года твердили о критическом мышлении, ну вот и получили, так сказать. Я писал диплом сам, у меня не было научного руководителя. Образовательный процесс был не, так сказать, не во благо, а вопреки администрации. Да, привет студентам, абитуриентам и всем сочувствующим. Меня зовут Влад Сиюткин. Я поступил на несколько европейских магистерских программ, но выбрал программу в Центральном Европейском университете по политологии. Меня зовут Дарья, я также выпускница школы перспективных исследований. Я поступила на программу по магистратуре в экономике в Центральном Европейском университете. Меня зовут Никита, я выпускник направления экономики школы перспективных исследований, и я тоже поступил на программу по экономике в университет Бари, университет Гента и университет Сантандера. Это программа Multiple Degrees, которая предусматривает обучение в нескольких вузах одновременно. А ты только туда поступили или куда-то еще подавались и поступили? Ну, я также поступал в ваш любимый Центральный Европейский университет, но оффер оттуда был не такой хороший, как оффер из вышеозвученной программы. Там была меньше стипендий, поэтому я решил остановиться на программе, которую я выбрал. Моим основным желанием, наверное, было уехать из России, чтобы учиться за рубежом и применять знания, которые я получил, обучаясь в англоязычной среде. То есть для меня было очевидно, что если ты начал учиться на английском на уровне бакалавриата, то ты должен продолжать учиться на уровне магистратуры на английском языке. Потому что, как мне кажется, это сложнее, чем обучаться на своем родном языке. И если ты уже вложил определенные усилия, свой определенный капитал в это дело, то нужно продолжать, не забрасывать и радоваться открывшимся тебе возможностям. Ну и на море еще можно было. На море, да, на море хорошо. Ну, в моем случае, скорее, я хотела получить зарубежный experience, так сказать, престижную дегри за рубежом, а потом быть более выгодным человеком, работником, соискателем на рынке труда уже в России. Да. Ну, у меня были похожие соображения. Я тоже считаю, что зарубежная степень более престижна, да, и больше шансов открывает на рынке труда, но еще есть вот это стремление просто уехать из России, ну, не только потому что, да, в России есть некоторые проблемы, а еще и потому, что Европа — это типа что-то новое, какое-то вообще другое место, где все по-другому устроено, и хотелось посмотреть и пожить там. Давайте я начну опять. Да, я думаю, роль САСа довольно велика в том, что мы поступили за рубеж, так как это одно из немногих мест, которое было доступно мне после школы, после сдачи ЕГЭ, где учили на английском, где учили иностранные преподаватели, от которых можно получить рекомендационные письма и которые будут с радостью приняты в зарубежные вузы. Также курсы, которые преподавались, были на достаточно высоком уровне, и индивидуальный подход к студентам был заметен почти что в каждом профессоре. Старались дать интересные, увлекательные задания, чтобы не было скучно, а было интересно учиться и получать новые знания. Касательно администрации, я бы не сказал, что я получил какой-то существенный advantage от того, что я учусь в САС, и в САС такая администрация. Да, я вот тоже, вот как Никита разделил администрацию и профессуру САС, я бы разделил САС первых там 2-3 лет существования и последних 2-3 лет существования. И вот интересно, что я обнаружил, когда смотрел на рекомендательные письма, да, кого я попросил написать рекомендации
в магистерские программы, да, большая часть профессоров, которые мне писала эти рекомендательные письма, они уже не в САС, да, и причем они ушли из САС, кто-то не по своей воле, да, а кто-то хлопнув дверью, да, потому что ну, многие шаги, да, которые администрация предпринимает по отношению к студентам и преподавателям, их не устраивали. Вот, и да, мне написал рекомендательное письмо единственный профессор, который есть в САС, да, это антрополог, который остался один на весь, как бы, на все направление социологии и антропологии. А когда я начинал учиться в САС и выбрал социологию как мейджор, профессоров по социологии и антропологии было там 4 или даже 6 в какой-то момент, если не ошибаюсь, да, и это были люди, которые вкладывались в работу, у которых горели глаза, да, но вот сейчас, на момент моего выпуска, остается один антрополог, на которого повесили весь тичинг, все преподавание, да, он делает исследования и при этом ведет наши курсовые дипломные семинары, являясь нашим научным руководителем. Ну и понятно, что качество как бы страдает очень, очень сильно. Вот, поэтому если вот там думать, что сказать абитуриентам, да, я боюсь даже что-то сказать, потому что мы поступали в одно место, а выходим из другого, и все меняется очень стремительно. Ну, возвращаясь к теме изначального вопроса, я, наверное, со своей стороны присоединюсь к классификации Никиты в том, что есть администрация, есть профессура. С точки зрения профессуры, то помощь пришла, естественно, с любимых преподавателей. То есть это вот Томаш и Александр Усвицкий, который у нас вел экономику, они написали мне хорошие рекомендации, которые приняли в SEO. Вот. По поводу администрации, в отличие от экспириенса Никиты, я хочу сказать, что я вот попросила о личной встрече Эвы, и она мне очень помогла вот с подбором всяких и поиском европейских программ, так сказать, она на одной встрече просто рассказала о том, как вообще это искать, куда смотреть, какие кнопочки нажимать, так немножко провела чуть меня за ручку и отправила дальше в добрый путь. Вот. В первые 2 года обучения в САС я очень боялся, что я поступил бы в другое место. Ну, потому что тогда я разделял вот эту идею о какой-то исключительности САС, да, которую я разделяю и по сей день, но уже не так цельно. Мне казалось, что я просто, выпустившийся из другого института, не САС, не знаю, там, пойду на улицу на скамейке спать, а вот САС, как бы, это прямой путь к вершинам всех социальных иерархий, да, но сейчас я думаю о том, что если бы я выпустился из соцгума, куда я поступал изначально, да, просто в последний день там приемной кампании переложил документы, я не поступил бы, наверное, в зарубежную магистратуру, но я бы поступил в нее чуть позже, да, и я смотрю на карьерные траектории российских преподавателей, которые были в САС, вот, те же социологи, да, из лаборатории публичной социологии, они заканчивают российский университет, потом в магистратуру в российском университете, а вот уже на этап PhD они поступают куда-то за рубеж, типа там в Финляндию или куда-нибудь еще, да, и PhD уже проходят на английском языке. То есть, с одной стороны, да, САС ускорил мою траекторию, ну и мое попадание за рубеж, но я даже не знаю, к лучшему это или нет, но да, то есть тут заслуга САС есть. Но я опять же не вижу большой проблемы в том, если бы я закончил соцгум, например, или другой университет в Тюмени или в Екатеринбурге, затем поступил бы в вышку или там в Европейский университет в Санкт-Петербурге или в Шанинку, да, и уже оттуда заинтересовавшись в научной карьере, но там не в стипендии аспиранта в 8 тысяч рублей, я бы поехал за рубеж и там получал бы свои 1500 евро, обучаясь на PhD программе зарубежной. Ну, наверное, было бы сложнее в том плане, что не было бы такой подготовки в плане английского языка, но в целом, если бы я загорелся целью поступить в магистратуру за рубеж, я бы учился в каком-то другом вузе, то да, несомненно, у меня была бы такая возможность, потому что, ну, безусловно, цвет на САСе клином не сошелся, есть та же самая вышка и там МГУ, Шанинка, из которых поступить даже легче, чем из САСа, я думаю. Вопрос же в том, что куда ты мог поступить со своими баллами по ЕГЭ, и когда я сдавал ЕГЭ, я изначально целился на Тюмень, потому что мне было здесь комфортно. И если говорить про Тюмень, то да, САС для меня, наверное, оптимальное решение по соотношению
качество того, что я получил здесь, качество знаний, качество обучения, затраченных усилий на приобретение этих знаний и возможностей, открывшихся передо мной. И братишек. И братишек по бокам. Но если же говорить о России в целом, то, безусловно, есть места, которые гораздо более перспективны, чем школа перспективных исследований во многих смыслах, но туда сложнее поступить. Если настраиваться, готовиться заранее на то, что сдаешь ЕГЭ на 90 баллов минимум, то поступаешь, конечно, в высшую школу экономики и поступаешь за границу или идешь работать в престижную фирму с гораздо меньшими проблемами, затратами, усилиями, чем если бы ты выбрал тот же путь, что выбрали мы, поступив в САС, пройдя его и поступив дальше. Ну, здесь я, наверное, скажу, что в САСе, наверное, все-таки, несмотря на то, что администрации, в принципе, позиционирование САС пытались уйти, это вот эта идея о том, что мы не просто школа на английском языке, мы даем нечто большее. Но я со своей перспективы сказала бы, что даже спустя 4 года это все равно, если мы, так сказать, округляем все, это все равно в большей степени просто школа на английском языке. Со своими плюсами и минусами, но так или иначе. Сложно сказать про другие какие-то направления, но говоря про экономику, я здесь не согласна с Никитой, я бы сказала, что ФЭИ ТюМГУ, именно если мы говорим про профессиональное образование экономиста, оно дало бы гораздо больше, потому что любое обсуждение curriculum с ребятами со второго курса ФЭИ показывает тебе, что ты, например, как экономист, тебе еще многому надо учиться. То есть ты понимаешь, что выйдя вот эти вот ребята после 4-го курса, ты не то чтобы самый конкурентоспособный только из-за английского языка. Вот. Так что если мы говорим про Тюмень, то есть вариант именно в профессиональном смысле поинтереснее, получше, если мы говорим про экономику. Не буду говорить про другие направления. Вот. Так что тут стоит вопрос, что проще, пойти в ФЭИ и подучить английский или пойти в САС и подучить экономику. Ну, то есть, вот. Я думаю, что это было бы вполне реально. С английским, да? С английским. Ну, конечно, пришлось бы самостоятельно подучить вот это вот все, но так или иначе. Так или иначе у них есть ФЭИ сейчас, они учатся по программе ВШЭ, и у них двойные дипломы с вышкой, так что это, по сути, такая как бы местная вышка, так что для экономистов это такой оптимальный вариант тюменский. Да. Ну, я вот тоже думал про соцгум, куда я подавался. Там есть, кстати, преподаватели, которые и на английском публикуются. Ну и в случае чего могли бы те же рекомендации, наверное, на английском языке дать. И более того, да, преподаватель, который мне написал несколько рекомендательных писем, он тоже работает в ТюМГУ, то есть, ну, он ушел из САС, его ушли из САС, и он просто вот сотрудник другого института ТюМГУ, тоже с там русским именем и фамилией, да, и это тоже котировалось, вот. Первый. Давай. Я не хочу. Тоже, значит. Ладно, если никто не хочет. Ну, изначально у меня стояли очень низкие планки по поводу САСа. Мне нужно было заставить себя выучить английский, потому что это был мой приоритет, и определиться со специальностью. Поэтому вот эта вот модель с тем, что ты первые 2 года учишься непонятно на чем условно, а потом выбираешь конкретную специальность, мне идеально подходило. То есть уже на первом курсе я такая, да, я хочу на экономику. Вот, поэтому в тот момент САС был идеальным решением, и ФЭИ я бы, например, не попала, как говорила в прошлом вопросе. Вот. Так что мое отношение к САС, оно не сильно менялось. Правда, конечно, в начале 3-го курса начало меняться именно отношение к самому расписанию, к самой подготовке, к тому, что я начинала осознавать, что этого недостаточно, это надо доучивать, это потом отдельно мне надо этим заниматься. То есть очень много моментов, когда ты понимаешь, что тебе придется заниматься помимо САС еще большим количеством профессионального самообразования. Вот. Но ты в целом к этому была готова, потому что модель такая. В целом, да, да. И тут стоит даже отметить, я бы хотела отметить, что особенно под конец 4-го курса я понимаю, что главной
периодически мы все равно боролись против каких-то инициатив со стороны администрации, против каких-нибудь нововведений, и приближаясь к тому, чтобы выпуститься, я начала понимать, что самый кор проблемы — это медиана 7 rule, потому что если мы говорим о поступлении в магистратуру, то САС в этом плане очень сильно проигрывает из-за медианы, потому что для того, чтобы поступить в магистратуру, нужно иметь хотя бы более-менее неплохие оценки, а та ситуация, когда у тебя по оценкам выходит отлично, но у других ребят выходит отличнее отлично, и тебе снимают балл, и у тебя 4, и у тебя выходит не такой классный средний балл под конец, как мог бы быть, если бы ты, например, учился по аналогичным курсам без 7 rule. То есть именно с точки зрения магистратуры, я думаю, что 7 rule — это вот такая главная проблема, которая мешает. То есть отличники САСа, понятное дело, что они поступят, но куда идти им остальным, уже вопрос. Лучше стараться надо было. Да, я вообще впал из крайности в крайность. Когда я начинал учиться в САС, мне казалось это место, реально идеальным, и я был полностью солидарен с администрацией, как со всеми техническими вопросами обучения в САС, да, так и с идеологией, которая предполагала как раз, что если что-то не получается, надо лучше работать. А если студенты чем-то недовольны, да, то я как студент считал недовольных просто какими-то детьми, бунтарями, да, и вот все недовольства студентов я считал попыткой оправдать собственную лень. И надо сказать, да, что я был в топе рейтинга, и для меня была непонятна ситуация, в которой оценка плохая, да, по какой-то причине, или преподаватель не благоволит, или с администрацией какие-то конфликты. Для меня это все было совершенно незнакомо. Да, потом постепенно стали появляться какие-то ситуации, да, которые заставили меня задуматься о том, все ли так идеально устроено, да, и которые запустили прежде всего рефлексию над тем, какую я позицию занимаю вот в этой иерархии САС. Да, и у нас есть рейтинг, да, как мы уже сказали, и вот с топа рейтинга реально мало что понятно, и о себе в том числе кажется, что все правильно. Да, была статья Натальи Савельевой, бывшей преподавательницы, которая рассказывает о том, что САС, да, это патагонка, где тебя загоняют в такой бешеный темп, и кажется, да, что это способствует твоей эффективности, но на самом деле это только добавляет тебе стресс, а в совокупности с тем, что это патагонка, да, тут еще и непонятно, какие критерии твоего успеха или твоего оценивания, не в плане, что ты не знаешь, как тебе выставляют оценку, хотя на многих курсах это правда так, да, но тут речь скорее идет о том, что у преподавателей и у студентов, совершенно нет никаких прав вот в том, чтобы что-то переобсудить, да, и решения принимаются в САС, да, и я это вот понял, наблюдая за тем, что происходит последние 2-3 года. Решения принимаются одним человеком, да, директором или несколькими его заместителями, и все, что нам остается, это только обсуждать уже принятые решения, да, как-то протестовать, и поэтому мы пишем регулярно какие-то петиции, коллективные письма, которые редко оборачиваются успехом, да, и мне кажется, что основная проблема, может быть, технического характера, это 7 rule, да, такая вот уравниловка, где нельзя всем быть отличниками, даже если уровень высокий, да, а вот проблема политическая в САСе заключается в том, что там просто есть вертикаль, да, и студенты, и преподаватели, несмотря на то, что у нас там много идет разговоров про обратную связь и про то, что вы вообще самые умные, да, на самом деле студенты здесь ничего не решают, и рано или поздно это просто станет понятно всем, и стало понятно и мне, хотя я был самым главным патриотом в САС, и в том числе конфликтовал с некоторыми однокурсниками и однокурсницами, да, которые считали меня приспособленцем, но да, потом все тайное становится явным. Я думаю, отношение к САСу мое, да и многих, можно описать двумя пословицами. Первое — это «что посеешь, то и пожнешь». Нам все 4 года твердили о критическом мышлении, вот и получили, так сказать. Не скажу, что САС какое-то плохое или неприятное место. И я думаю, что если бы я сейчас пришел в другой университет, то я бы был еще менее счастлив, чем в САСе.
Но когда 4 года подряд тебе говорят «думай, анализируй, рефлексируй, ставь под сомнение», ты, безусловно, начинаешь ставить под сомнение. И то, что ты ставишь под сомнение, не может регулироваться какими-то формальными рамками. То есть, если у нас есть директор или заместитель директора, это не значит, что их мнение, оно абсолютная истина. Нам учили doubt everything, сомневайтесь во всем. Ну вот поэтому мы и сомневаемся во всем, недовольны какими-то решениями администрации и всегда хотим чего-то большего и лучшего для себя. Так что я думаю, это такой искусственно созданный навык, который довольно важен, безусловно, и который является одной из причин, почему SAS является чем-то необычным, если не говорить особенным, в рамках Тюмени. Это не только про английский язык, я думаю, все-таки, как мы уже говорили, но и про какие-то soft skills, о том, как ты выстраиваешь коммуникацию с людьми, о том, как ты думаешь, в принципе. А вторая пословица, которая характеризует мое отношение к САСу, это «хочешь жить, умей вертеться». Я скажу за себя, в САСе я учился так, чтобы выкладываться, наверное, первый год, может быть, полтора, а в дальнейшем у меня не было каких-либо трудностей с учебой, то есть все давалось довольно легко. И я знаю, что многие студенты жаловались на стресс, на усталость, на то, что они не могут ничего делать, кроме САСа. Я скажу, что такая позиция тоже существует, и, безусловно, это зависит от людей и от того, какие у них границы стресса, усталости и так далее. Но за себя скажу, что 3-2 года в САСе прошли просто на чиле, при том, что, как и Влад, я был наверху рейтинга и еще и работать успевал. Так что... Что? Не знаю, мне кажется, тут надо честнее сказать. Что? Ну, во-первых, речь, наверное, не о том, что у тебя какой-то порог толерантности заниженный, да, остальные какие-то суперчувствительные. Да, Может, да, просто у тебя есть какие-то такие качества, да, или какая-то уже база знаний, или просто, не знаю, какая-то харизма, которую ты знал в какой момент включить, или там где-то сделать вид, что прочитал, если не прочитал. Да. Ну да, безусловно, как бы есть какие-то качества, которые определяют, легко тебе в САСе учиться или нелегко. И весь мой аргумент о том, что хочешь жить, умей вертеться. Тут как бы в САСе самый лучший не тот, кто лучше всех знает или лучше всех готов к лекции, потому что он прочитал книгу еще дополнительную, а тот, кто pretends to be the best, который говорит о том, что он лучше всех прочитал книгу, что он может еще сказать про это и про это. И тут важно вовремя что-нибудь приплести, то, что может даже не связано с темой курса или урока. То есть главный скилл — это не быть каким-то академически очень грамотным, а главный скилл — это уметь говорить, уметь договариваться, уметь находить какие-то точки, которые тебе помогут. Быть активным, да. Да. И я не говорю, что это хорошо. Мне кажется, это наоборот плохо. Мне кажется, что в топе рейтинга должны быть люди, которые там публикуют научные статьи или занимаются какими-то глубокими исследованиями. Или хотя бы читают каждый Или паре. хотя бы читают каждой паре, да. Но то, что в топе рейтинга мне кажется не совсем справедливым, потому что объективно я трачу на учебу не так много времени, как мог бы, и как, наверное, думаю, что мы тратим наше руководство. Да, мне кажется, то, что ты говоришь, очень опасно, потому что администрация же посмотрит и Да. скажет: о, значит, Такая, надо так, в 10 раз. следующее Не-не, типа, поколение. на- Да, больше и всех было. начнет плющить. Да, я буду рекомендовать абитуриентам поступать в САС в следующих условиях. Если у вас недостаточно баллов для того, чтобы поступить в вышку, да, или там нет, в европейском, по-моему, нет бакалаврских программ, ну, короче, в хорошую московскую, питерскую там или пермскую бакалаврскую программу, да, и в тех случаях, если вы хотите, если у вас хорошие баллы, но вы хотите какую-то ускоренную академическую карьеру, да, то есть сразу из Тюмени попасть в европейскую зарубежную магистратуру, да, но вот тут я опять же должен осечься, да, и сказать, что уже нет никаких гарантий, да, что вы попадете из САС в зарубежную магистратуру. Это связано там не с какими-то событиями геополитическими, да, а просто с тем, что качество обучения, образования здесь снижается. Только могу добавить, что это ответ на вопрос зависит от поставленных целей. Если вам нужен английский, международный опыт, да,
поступаете. Если это не самое главное, нужен профессиональные скиллы какие-то конкретные, матан в случае экономики, то не лучший вариант. Да, рекомендую, если ты хочешь остаться в Тюмени, если ты хочешь неопределенности побольше в жизни, если ты хочешь быть не уверен, закроется ли твой университет до момента, как ты выпустишься, то да, рекомендую. Или не отчислят ли тебя, если у тебя там запятая неправильно поставлена Ну, в имени тоже профессора. может быть. Ну да, типа, ты не знаешь вообще, что будет. Ни с тобой, ни с институтом, да, и не знаю, может опять завтра придумает администрация какой-то курс, типа как по идее сейчас, да, после которого ушли 50% первокурсников. И ты будешь в этих 50%, да, потому что, ну вот, так решила высшая сила. Да, наверное, стоило. Потому что для меня САС это в первую очередь про людей, которых я здесь приобрел, про друзей, про профессоров, с которыми у нас настолько хорошие отношения, что мы играем с ними в футбол и ходим по барам, про какие-то связи вне САСа, которые зародились благодаря САСу. Для меня то, что осталось, ну, как бы, те негативные моменты, которые были связаны с САСом, они остались в прошлом. И да, их, конечно, было много. Были профессора, которые абсолютно некомпетентны. Я не знаю, можно называть фамилии или нет. И второй, наверное, такой негативный момент, о котором я жалею и который меня гложет до сих пор, это то, что наш однокурсник Ахмед, будучи студентом САСа, вел курсы наравне с профессорами и оценивал работы вместо некоторых профессоров. У меня хорошее личное отношение к Ахмеду. Мы с ним во время первых 2 курсов хорошо дружили, мы сейчас общаемся, но в рамках академии и в рамках нашего обучения я считаю, что это не только демотивирует студентов, что их оценивает такой же точно студент, как они, но и в принципе разрушает весь базис академии. Зачем тебе тогда мастер, зачем тебе PhD, если ты с незаконченным бакалавром можешь также вести курсы, кстати, вот упомянутая по идее, на которые ты отчисляешь половину первого курса. Если в университете твое будущее решает undergraduate student, который еще не выпустился из бакалавриата, то какой это бакалавриат. Но имеет хорошие отношения с админкой. Но имеет хорошие отношения с админкой и, кстати, даже не в топе рейтинга, вот может что-то еще нужно помимо активности и харизмы. Хорошие отношения с админкой. Да. Ну да, мне кажется, что правда есть вот эта проблема, что у нас явный как бы дисбаланс сил в пользу администрации, да, САС это все-таки образовательное учреждение, и, на мой взгляд, здесь должны все-таки решать больше академические нормы, научные нормы, да, а значит профессора и студенты, да, а администрация, на мой взгляд, это все-таки те, кто помогает технически осуществить этот процесс, да, но российские университеты устроены не так, да, и поэтому говорить о том, что вы в САСе получите какое-то офигенное образование, возможно, да, но часто вот разные там цели администрации, да, политического характера, удержания собственной власти, удержания собственных привилегий, они конфликтуют с целями образовательными, да, и вот, ну, самый как бы яркий пример, да, это увольнение профессора, который тебе как директору лично не лоялен, да, но он хорош, да, у него как бы квалификации, сейчас он в Стэнфорде, например, на стажировке, да, и у студенты дают ему очень хорошую обратную связь этому профессору, но ты его увольняешь, как бы у тебя, это был мой случай, да, и у тебя на направлении социология остается вот, опять же, один антрополог, который ведет все, и в итоге ты получаешь образование крайне низкого качества. Я писал диплом сам, у меня не было научного руководителя, да, а между тем мы как бы убираем каких-то социологов, которые не лояльны администрации САС. Но я опять же, да, скажу, что оно того стоило, да, потому что люди, друзья, да, там, романтические отношения, товарищество, да, совместный опыт противостояния какому-то мракобесию, безумию и профессора, да, с которыми мы уже как бы как ближе к окончанию САСа становимся коллегами и с кем-то заводим дружеские отношения. Вот это, мне кажется, это хорошо, да, но никто не обещает, что это будет так же
же, там, для следующего выпуска. Хрен знает. Ну, я соглашусь в одном моменте с Владом, с тем, что действительно периодически образовательный процесс был не, так сказать, не во благо, а вопреки администрации. То есть вот эти вот моменты, это, наверное, самый главный минус САСа, и я всегда была достаточно аполитична вот в этих моментах, когда было какие-то противостояния с администрацией, как правило, просто там, не знаю, меня попросили что-то подписать, я подпишу, я никаким образом с Андреем, там, с Данилом... Прекрасное отчисление, Даша, подписываю. Да. Если Влад бы попросил, наверное, подписала бы, не прочитала из-за доверия. Вот, но сейчас обсуждая, конечно, я, наверное, понимаю, что все-таки это имело смысл, потому что для меня это было что-то такое вот, нет, то есть учат и нормально. Главное, чтобы учили хорошо. Сейчас мы обсуждаем это. Для того, чтобы учили хорошо, надо было, чтобы структура была бы хорошая. Как говорил Уоррен Баффет, с хорошей организацией во главе можно и макаку поставить, и все будет нормально работать. Так что вот. У меня была. Было весело. Ну да, было прикольно. Последний год только был какой-то супер стрессовый, но так нормально. Ну, по поводу стресса, по сути, если ты в САСе, так сказать, принимаешь правила игры и ставишь в приоритет не оценки, рейтинг, тем более, что рейтинг деньги не платит, зачем он нужен вообще? Если ты ставишь в приоритет свой сон, свой отдых и свой досуг, и ставишь образование, а не как бы не учебу, а именно свое образование, тогда стресса нет. Я так сделала, получается, к концу первого курса, и все остальные 3 года с оценками похуже, чем у Никиты, но я с ним согласна в этом плане, что я так сильно не стрессовала. То есть... Блин, я не знаю, просто помните, вот мы с вами про зарубежные магистратуры говорили, и там есть критерий, да, вот этот средний балл. И мне кажется, что вот противоречие, что как бы ты хочешь учиться нормально, получать нормальные оценки, да, но тебе приходится, ну вот по твоей логике, да, где-то забавлять, чтобы у тебя там крыша не поехала. Но тогда ты не поступишь в зарубежную магистратуру. Не то, что в крышу не поехала, по моему личному экспириенсу, поговорка «что посеешь, что пожмешь», она просто не работает в САСе зачастую, потому что Seven Rule кто-то написал, сделал лучше. Просто ты недостаточно умный для того, чтобы написать лучше всех в классе. Что теперь поделать? Ты вложишь всю душу в эту работу, в это эссе все время, ты получишь свою 7. Ты не вложишь ни душу, ни силы, ты получишь 6,5. Округляется до 7, в чем смысл? То есть... А у вас было, да, такое ощущение, что ваши усилия вложены, они часто непропорционально большой или непропорционально Конечно, маленький постоянно, эффект дают? почти Да? всегда. А у меня не было. Почти никогда. В плане, были курсы, которые были плохо сконструированы, такие как эффективные коммуникации, да, и что там еще было, design thinking, когда ты просто не понимал. Я не знаю, возможно, здесь я понимал студентов, которые говорят о постоянном стрессе. Тогда я действительно не понимал, что от меня хотят. Я прикладывал много усилий, больше, чем на своем среднем курсе в САС, но при этом я получал оценки хуже. И я просто не понимал, как улучшить свою работу, и это, безусловно, фрустрирует. Да, в такие моменты я понимаю студентов, которые говорят про постоянный стресс. Просто не надо концентрироваться, я думаю, в этом случае на САСе, и просто не забывать про свою жизнь и про то, помнить, для чего ты туда пошел, что ты в итоге хочешь добиться и заниматься этим. Да, я лично часто наблюдал закат на 5-м этаже, во многом из-за этого пошел в САС, панорамное окно. Пожалуйста, прекрасный пример. Столовая хорошая, надо сказать. Да. Кстати, да, мы забыли самый главный плюс САСа, я думаю. Сразу после английского идет столовая и по цене, и по качеству. Да. Я хочу изменить свой ответ по поводу абитуриентам. Да, поступайте. Все. Да, фотографии хорошие для Инстаграма в САСе всегда получаются. И без рофлов, если что. Абитуриенты, желаем найти вам правильное решение в этой сложной ситуации жизненной, которая стоит сейчас перед вами, и выбрав его, не жалеть, а рефлексировать. Если вы поймете, что что-то не так, то никогда не поздно, особенно на первом курсе, изменить свой выбор и уйти в другой университет или институт ТюМГУ.
Ну да, а если выбрать уже нельзя что-то другое, то желаю вам не падать духом и помнить, что поддержка, да, людей, которые в той же ситуации, что и вы, она способна помочь, оказать не только терапевтический эффект, если вы там обсудите какие-то проблемы, да, но еще и вы всегда можете надеяться на солидарность и проявлять ее сами с теми, кто в такой же плачевной ситуации, да, и вот, мне кажется, наш случай, да, случай студгазеты, это такой кейс, когда мы проявляем солидарность и говорим о наших проблемах, и это помогает нам как просто высказаться, так и указать на какие-то изъяны и призвать к какой-то солидарности и коллективному действию студентов.